Всем привет! О, пардон! Да ё-моё! Вот так нормально. Итак, даже в конце 2018 года бренд Panasonic прочно занимает лидирующие позиции среди моделей радиотелефонов для домашнего и офисного использования. Например, в Беларуси такую продукцию представляют только в розничной сети. Это 12 производителей, среди них такие крупные: это Gigaset, Texet, Alcatel, Panasonic, Philips. Ну а сегодня я своим зрителям хочу представить вот такую вот модель телефона стандарта DECT. Это Panasonic модель KX-TJ6821RUM. Погнали! Крайняя литера М в названии этой модели обозначает цветовое решение в серебристо-сером оформлении. РУ обозначает наличие кириллических символов на клавиатуре и меню на русском языке. Цифра 2 – наличие встроенного цифрового автоответчика. И цифра 1, последняя – это комплектация только одной трубкой с базой. Упаковка телефона очень прочная, очень красочная. На ней представлены все его функциональные возможности, цветовые решения, наличие цифрового автоответчика на 30 минут. В принципе, весь функционал расписан на тыльной стороне, на английском и русском языках. Телефонная трубка оснащена дисплеем с размерами 33 на 31 мм. Ну а на нижней стенке представлена его комплектация. С комплектацией мы познакомимся. Итак, переходим к знакомству с комплектацией этого телефона. Сначала я все это выложу на стол и более подробно расскажу о каждом элементе. Это все. Таков полный комплект этого радиотелефона. Аппарат комплектуется телефонным проводом с коннекторами на защелках длиной 1,5 метра. Импульсным блоком питания очень скромного размера с выходными параметрами напряжения 5,5 вольт и ток 500 мА потребления. Длина провода, если быть точной, 1,77 см. Телефонной трубкой. Вот такой вот базой. Фирменными никель-металл-гидридными аккумуляторами емкостью 550 мАч, напряжение 1,2 вольта, которые питают телефонную трубку. Есть батарейный отсек на тыльной стороне. Соблюдая полярность, устанавливаем их сюда. И крышка. Буклетом с кодами для прямого перехода к определенному пункту меню настройки на русском и белорусском языках. Вот такой вот лист с информацией о подтверждении продукта на 4 языках. Небольшой листочек с информацией о соответствии продукта. Также небольшой листик с часто возникающими причинами неработоспособности устройства. Гарантийный талон от производителя. Чек оплаты, из которого следует, что в Беларуси он стоит 101 рубль, но это около 50 американских долларов. И инструкции по эксплуатации исключительно на русском языке. И она довольно-таки объемная. Так, на дисплеях есть такие стикеры, которые я предлагаю снять. Несмотря на то, что модель выпущена уже 5 лет назад, да, это модель 2013 года, все ее достоинства, которые представлены и на коробке, и на официальном сайте, актуальны даже в нынешнем 2018 году. С ними вы можете ознакомиться по ссылкам, которые я опубликую под видео. Данный экземпляр аппарата был изготовлен в феврале 2018 года, то есть данная модель еще актуальна по настоящий год, 2018 год. Я обозначу только основные функции этого телефона. Понятно, что главное его назначение – это обеспечение связью абонентов посредством автоматической телефонной сети. Конечно же, главная его фишка среди подобных в модельном ряду Panasonic – встроенный цифровой автоответчик на 30 минут записи разговоров. Сама трубка изготовлена из качественного матового пластика темно-серого и серебристого цветов. Под глянцевым пластиком с фронтальной стороны установлен монохромный 4-строчный жидкокристаллический дисплей с крупными символами, контрастность которых можно подстраивать.
В режиме ожидания на дисплее в центре отображаются число, месяц, время и имя трубки во внутренней домашней сети. В верхней строке слева направо режим энергосбережения ЭКО, ночной режим, активность автоответчика и уровень заряда аккумуляторов. В нижней строке символ для перехода в записную книжку и в меню настроек. И дисплей, достаточно большие центральные кнопки, кроме кнопок вызова меню, громкой связи, шумоподавления и режима ЭКО, имеют яркую белую светодиодную подсветку, которую можно отключить. Цифры на кнопках тоже крупные, на них мелким шрифтом отмечены черным цветом латинские литеры и синим цветом кириллица. Проигрышным моментом считаю то, что здесь используются кнопки резиновые, как в пультах от телевизора, которые со временем перестают работать, так как стираются или загрязняются графитовые контакты. А с внешней стороны они подвержены растрескиванию, порезам и затиранию символов. В идеале было бы хорошо, если бы были все кнопки, вот так, как единственная многофункциональная кнопка включения шумоподавления NR. Она изготовлена из прозрачного пластика, а символ на ней нанесен как бы изнутри. И, кстати, она имеет синюю подсветку при пропущенных вызовах или сообщении, записанном на автоответчик. Для подачи сигнала вызова и для громкой связи используется динамик на спине трубки. В этой модели уже отсутствует возможность крепления базы на стене, только на поверхности стола. На тыльной стороне размещены разъемы для питания и телефонные линии. На фасаде базы слева имеется позиция для установки трубки на зарядку, контакты для зарядки встроенных аккумуляторов и громкоговоритель для прослушивания сообщений автоответчика и подачи звукового сигнала. Справа расположены кнопки управления цифровым автоответчиком и есть светодиодный индикатор, который является счетчиком поступивших сообщений и индикатором уровня громкости. При поступлении нового сообщения мигает красным светом центральная кнопка на базе воспроизведения play и также синенькая кнопочка шумоподавления. Прослушать сообщение мы можем как из телефонной трубки, так и с базы. На базе нажимаем соответствующую кнопочку. 2 новых сообщения. Перематываем эти сообщения. Это Иван. Как освободишься, перезвони мне. Спасибо. Можем их удалить. Включить-выключить автоответчик. Четверг. 16 часов 42 минуты. Регулировать громкость. Если мы потеряли трубку, включаем режим пейджинга. Определяем, где находится трубка. В настройках трубки можно записать свое приветствие. Если у вас есть сообщение, говорите после гудка. Здравствуйте, я не могу сейчас подойти к телефону, оставьте свое сообщение и я вам перезвоню. Здравствуйте. Я не могу сейчас подойти к телефону. Оставьте свое сообщение, и я вам перезвоню. Или установить одно из предустановленных сообщений, которое воспроизводится в зависимости от ситуации. Здравствуйте. С вами говорит автоответчик. Оставьте, пожалуйста, ваше имя и номер телефона. Мы вам перезвоним. Есть поддержка определителей номера стандарта Caller ID Евро-ООН и наш ООН. И возможно включить голосовой ООН, при котором проговаривается номер звонящего абонента. Возможно регистрация на базе, на одной базе всего до 6 трубок, то есть максимальное число 6 трубок. В данном случае я зарегистрировал еще одна у меня есть трубка, также этого же бренда. Модель у нее KX-TCA121RU. При этом можно ответить любой трубкой на входящий звонок, можно произвести с любой трубки исходящий звонок, можно организовать связь между ними в режиме конференц-связи. Из каждой трубки есть доступ к записной книжке базы емкостью 120 номеров и имен. Есть также связь интерком, это внутренняя связь между трубками. Я могу позвонить, нажать или эту кнопочку, или эту, и позвонить на вторую трубку. И ответить и общаться между двумя трубками во внутренней сети. Есть выбор одного из 12 языков меню.
включая английский, но в основном тут страны СНГ. Для записи контактов в записную книжку можно использовать кнопки с цифрами и с литерами. Для переключения шрифта используется кнопочка «Эко», а перехода с заглавных букв на прописные кнопочка со звездочкой. В трубку встроены 32-тональные полифонические мелодии и есть выбор из 40 мелодий. И начальные более простенькие. Ну и, конечно же, можно регулировать громкость звонка или на трубке и на базе. Дополнительные функции можно считать возможность радиоконтроля помещения. Эта функция называется радионяня. Его активация позволит вам получить звонок на внешнюю или внутреннюю трубку, если изменятся какие-то акустические свойства помещения, где находится данная трубка. Это может быть удобно, если у вас маленький ребенок, вы оставляете эту трубку с ним, на его микрофон, чувствительность микрофона, кстати, здесь можно также регулировать, на его микрофон поступит сигнал, и эта трубка тогда позвонит вам или по внутренней связи, то есть на другую трубку, зарегистрированную на данной базе, или на другой номер телефона, если вы перешли в какой-то адрес, и вам необходимо сначала этот телефон здесь выбрать, или ввести его вручную, или выбрать из телефонной книги данного аппарата. Для экономии заряда аккумуляторов можно активировать режим «Эко», при котором понижается мощность радиомодуля до 90% от максимального уровня. Но в этом случае уменьшается также зона охвата радиосигнала. То есть выбираем низкий уровень сигнала. Опционально можно приобрести фирменные радиометки, которые называются здесь искатели. Это такие брелоки, которые цепляются к предметам, и с их помощью можно найти эти потом предметы, если потеряли. И если активировать с базы на эти метки звуковой сигнал. Где их купить, не подскажу. Увидел на eBay за $10 бэушный и тот США. Телефон также поддерживает работу фирменного панасониковского транслятора, который расширяет зону радиообхвата. Транслятор также приобретается отдельно, где конкретно не подскажу. И есть еще такая фишка, как режим резервного питания. Он заключается в том, что при попадании сетевого питания 220 вольт база может питаться от аккумуляторов, которые находятся в трубке. Но для этого трубка должна находиться на базе. Мы можем производить звонки с данной трубки, но только в режиме громкой связи, поскольку необходимо, чтобы она стояла на базе и питала ее. Или с другой зарегистрированной трубки. Демонстрирую вам, гудок идет линией, хотя питание на базу не подается. Или здесь включаю громкую связь. И могу набрать номер. Этот момент очень удобный, поскольку за небольшое время, пока трубка питает базу, можно позвонить в аварийную службу, которая отвечает за энергообеспечение вашего помещения, и сообщить о проблеме. Срок службы аппарата изготовителем заявлен 5 лет. Пожалуй, этот период трубка выдержит, а может и дольше. Здравствуйте, с вами говорит автоответчик. Оставьте, пожалуйста, ваше имя и номер телефона. Мы вам перезвоним. И последнее. Время работы в режиме разговоров, в режиме ожидания определяется, конечно, емкостью встроенных аккумуляторов. Вот при емкости 550 мАч каждый, где-то в среднем в режиме ожидания трубка работает 3 суток. В режиме разговоров
не знаю, не определял, поскольку я не веду такие частые разговоры. Буквально там один разговор в двое суток у меня на домашний телефон. В основном пользуюсь сотовым. Так что имейте в виду этот момент. Ну а более энергоемкие аккумуляторы, конечно, продлевают работу этого устройства. Еще раз напомню, что в Минске данный аппарат стоит около $50. И это приобретение для себя считаю вполне верным. Делитесь своей информацией об этом аппарате в комментариях. Возможно, у кого-то из зрителей такой аппарат уже есть в пользовании, и он может поделиться своим опытом пользования им. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч в новых видеороликах. Пока, увидимся.